Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня мы погадаем с вами на судьбу, на ситуацию, на личную жизнь, о чем вам важно знать прямо сейчас. Вы получите советы, подсказки, инсайты на 5 жизненных ситуаций в вашей личной жизни, о которых вам важно знать сегодня, прямо сейчас. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию, и мы начнем. Итак, давайте смотреть. 5 карт. Вы можете прослушать от начала до конца. Можете сконцентрировать внимание только на одной карте, а можно посмотреть какую-то комбинацию. Первая, третья и так далее. Да? Итак, уверен, что вы настроились. Если слушаете от начала до конца, сконцентрируйтесь на важных для себя вопросе. Ну, лучше, конечно, на каком-то конкретно одном. Да? Итак, первый знак судьбы – Солнце. Прекрасная карта. Вы что-то проясните, от чего-то очиститесь, да, избавитесь от чего-то плохого, что-то плохое уходит, какая-то правда появится, может быть успех, да, может быть ваша личность как-то будет трансформироваться, да, и вы будете открывать какие-то моменты в себе, важные для себя, то есть вы будете больше понимать, и не только то, что происходит вокруг, но и то, что происходит внутри вас. Хорошо, давайте посмотрим, что тайное станет явным по первой карте. Или что от вас скрывается. А тайным станет, точнее явным станет тайное, да, любовь и отношения, чувство женщины к вам и, может быть, ваши чувства как женщины к какому-то мужчине. Да? То есть будет какое-то откровение в чувствах вам. Также вы получите какую-то информацию для вас, полезную, которая поможет и в отношениях, и в успехе на том пути, к которому, которым вы идете. Вы получите информацию, которая вас порадует и приблизит к успеху. Хорошо. Ну и в связи с этим всем что-то плохое уйдет из вашей жизни, то, что вас тяготило. Возможно, вы избавитесь не только от чего-то, какого-то там темного, да, но еще от чего-то грешного. То есть какой-то грех, какая-то тяжесть вот именно, да, которая, может быть, не сильно от вас зависит, да, но она вас покинет. Вам станет легче дышать, вы будете по-другому воспринимать мир. То есть что-то, какая-то энергия вас будет вдохновлять и давать возможность видеть мир другими глазами. Окей. Ну и смотрите, здесь прояснение в области работы, какой-то вопрос в пользу вашу решится, в области заработка и в области отношений с кармическим партнером, с мужем, с женой и с партнером, с которым у вас есть законченные или незаконченные кармические отношения. Если взять и прочитать вот первую вертикаль, первую карту, да, первую карту и последующие за ней, то можно сделать такое заключение, что в вашу жизнь идет просветление и прояснение, радость в связи с информацией, которая приближает вас к успеху. И все это будет менять ваше мировосприятие, ваши возможности, даже, может быть, ваши приоритеты жизненные, и укрепит ваши жизненные позиции в материальном мире, мире здоровья, денег и партнерских кармических отношений.
Позиция номер 2. Здесь речь идет о каком-то искусстве, об алхимии и о каком-то компромиссе. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Знаете, здесь тревога, в вас больше идет компромисс, решение какого-то вопроса. Смотрите, вас что-то тревожит, и эта тревога требует компромисса. Может быть, у вас с кем-то конфликт, и этот конфликт требует компромисса. А может быть, за вами кто-то следит, да, и что-то пытается прояснить в связи с вами, чтобы потом прийти с вами к какому-то компромиссу. То есть, либо кто-то за вами наблюдает для того, чтобы пользоваться потом этой информацией, либо в каком-то конфликте вам нужно с кем-то договариваться. Но это вас тревожит. Так, есть здесь прощание, и это прощание вы до сих пор не можете принять. Да, то есть от вас уходит какой-то человек, и, или вы что-то теряете, да, от вас что-то может уходить, и вы с этим не можете никак смириться. Опять-таки, по поводу этого должен быть какой-то компромисс, это должно перестать вас тревожить, скорее всего, вас это и тревожит. Дальше есть что-то такое очень близкое вам, очень дорогое вам, да, и вы с этим никак не можете попрощаться и не можете это отпустить. Ну вот смотрите, здесь карты больше как бы дают совет по второй позиции. Смотрите, если прочитать все послание вам от первой карты до последней, здесь идет такое. Тебе не нужно зацикливаться на чем-то, останавливаться на чем-то, да, тревожиться из-за чего-то, печалиться из-за чего-то. А компромиссом для тебя в этом вопросе, о котором ты тревожишься и печалишься и боишься потерять, есть прикладывание усилий, своего мастерства, своего искусства. Та ситуация, о которой ты сейчас тревожишься и печалишься и теряешь в ней, она дает тебе возможность в перспективе получить больше, если ты сейчас не будешь цепляться за то, что теряешь, а приложишь все усилия в саморазвитии и в апгрейде своего искусства, чтобы достичь большего сейчас и в дальней перспективе. Поэтому если ты сейчас теряешь, не опуская рук, то в дальней перспективе ты находишь. Ну, такой месседж. Хорошо. Третья позиция касается того, давать вам деньги, например, или оказывать вам помощь. Ну, то есть, вам надо кому-то помогать или нет. Но бывают такие ситуации, когда вы хотите что-то взять, да, например, там кредит в банке, да. И тут вообще ситуация центральная в вашей жизни и главная, да, она о брать-давать. Поэтому если вы отрегулируете в своей жизни материальный поток, финансовый канал, и эта карта говорит о вашем финансовом канале, то, скорее всего, и предыдущих два вопроса будут тоже автоматически как бы решаться, да, ну, как бы энергия за энергию, да, связывается, и у вас пройдет гармонизация вашего энергетического поля. Смотрите, здесь первое, нужно понимать, что высшие силы вам хотят о том, чтобы взять или дать, и о вашем финансовом канале. Вот давайте почитаем, что говорят высшие силы. У вас в брать-давать хаос, и вам не нужно сейчас торопиться брать и торопиться давать. То есть нужно тщательно подумать, не стоит рисковать. Дальше. В вашем финансовом канале и в вашем материальном мире царит хаос, нестабильность. Это раз. Вам нужно не торопиться еще раз и действовать с позиции всей своей силы. Вам не нужно давать
сейчас. Вам нужно как можно больше брать. То есть вам не нужно торопиться платить и оказывать помощь, а вам нужно накапливать, забирать и беречь. Действовать продуманно, защищенно, осторожно и последовательно, методично, да, вот со всей своей властью и со всей своей серьезностью, да. В отношениях с мужчиной, с любым мужчиной, да, как женщины, так и мужчины, вам нужна, такая осторожность и последовательность. И вам лучше искать того, кто вам даст, чем быть тем, кто дает. Вот так. Хорошо, дальше. Вас, возможно, ждет какая-то поездка, переезд, смена места работы, смена места заработка. Может быть, смена места жительства, но это больше будет связано с работой. И это место, и эта поездка, и это место принесет вам радость и удовольствие. Тут карты говорят о том, что если вы хотите сменить работу на фоне того, что у вас нестабильность на работе, может быть, неприятности с начальством, или, допустим, с начальством у вас более-менее, а с окружением у вас все плохо, то вам лучше поменять работу, способ заработка, сменить бизнес, обновить бизнес, да, и это вам принесет в конечном итоге радость. То есть вы от этого в конечном итоге не проиграете. То есть резюме, ваш финансовый канал полностью зависит от изменений. Торопиться осуществлять которые не стоит, но вам придется их сделать, и, взяв ответственность на себя, да, поменять место дислокации или окружения, в результате которого вы будете больше радоваться, чем страдать. Да? Вот так. Как минимум здесь такая позиция, как будто бы, вот, например, либо на работе, либо в бизнесе вы выглядите либо глупым человеком, да, либо вас будут наказывать, осуждать, и на вас будут давить. Поэтому ваше бегство из этой ситуации для вас более выгодно, чем страдание в той ситуации, в которой вы находитесь. Позиция номер 4 говорит о любви. Да? О любви не говори, о ней все сказано. Да? Сердце верное, любви молчать обязано. Давайте посмотрим, что карты Таро говорят вам о ваших отношениях. В ваших отношениях присутствует некая игра. Может быть развлечение. Может быть какой-то конфликт интересов. Тут надо смотрите по своей ситуации, какое вам определение ближе. И карта 13-й аркан, смерть все меняет. Давайте посмотрим дальше. В ваших отношениях может все измениться к лучшему и к худшему. Карта, в принципе, неплохая, больше к лучшему. В ваших отношениях может измениться к лучшему все, и вы будете счастливы. Если вы планируете беременность, зачатие и продление рода, то карты говорят о том, что после каких-то, может быть, многочисленных неудачных попыток у вас может что-то возродиться новое или зародиться новое. Особенно в аспекте беременности для женщин, мужчина, продолжение рода и так далее. То есть в вашей семье может быть продолжение, особенно после того, как кто-то, может быть, ушел из жизни. И это может быть, скорее всего, мальчик, если вы ждете, допустим, пополнение в семье. Это может быть связано в том числе и с переездом, и с поездкой. Тут у вас переезд, поездка рядом. Переезд, поездка в вашей жизни многое меняет и начинает вашу жизнь с чистого листа. То есть в 13-м аркане старая жизнь у вас уходит, и начинается новая жизнь. Вот таким вот образом. Поэтому карты говорят о любви, да, 5-я позиция, но вы найдете свою любовь
Тогда, когда решите изменить свою жизнь, поменять, уйти, уехать, убежать, жить счастливо, продлить род, зарабатывать больше, быть богатой или богатым. И, в принципе, когда и ваша любовь найдет вас там, куда вы отправитесь, да, и, может быть, ваша любовь должна последовать за вами, то есть вот для тех, кто думает ехать со своим мужчиной или женщиной, переезжать или ехать к нему, да, ехать. То есть ваша любовь, мужчина и женщина должны поехать вместе, да, или женщина должна поехать к мужчине, или мужчина должен поехать к женщине для того, чтобы сохранить любовь, быть счастливым и, скорее всего, изменить свою жизнь. А если вас преследуют какие-то неприятности, это как бы положит конец и неприятностям в том числе. И последняя карта, 9 пентаклей. Это что-то очень роскошное, шикарное. Вообще это подарок может быть, это может быть успех в деньгах, в финканале, в работе, в бизнесе. Фортуна может что-то насыпать вам. Давайте посмотрим, какой дорогой подарок вы можете повстречать на своем жизненном пути. Это действительно подарок. Это прежде всего деньги и семья. То есть здесь деньги как деньги, да, а семья как управление семьей. Смотрите, женщина может найти себе семью, да, создать семью. Мужчина может найти себе хорошую хозяйку. Дальше. Это выход из череды неприятностей, которые вас преследуют. Эта карта говорит может быть, о негативе. То есть вы избавитесь от негатива, который находится на вашем финансовом канале, а у вас центральная карта финканал, и на вашей семье, на вашем роду, особенно по роду матери. Тут женские 3 карты. То есть вы можете очиститься от негативного влияния женщины. Может быть, на вас кто-то колдует, допустим, какой-то один и тот же человек. Да? У вас как раз такой период, вы стоите на пороге избавления. Где это избавление? У вас это избавление, оно в 20-м аркане. Вот оно указано. Вот он. Я о нем говорил. Косвенно он подтверждает эту карту, да, потому что это вертикаль, они связаны. Дальше. 3 мечей. Вы разорвете с духами, темными духами, да, плохими, злыми духами и тенями прошлого, да, которые вас преследуют, и, знаете как, вы уже устали от них, вы уже, может быть, на них не обращаете внимания, но они вас все еще преследуют. Вот они, видите, они здесь вас преследуют, да, вот они за вами идут. И здесь они вас преследуют, да, вот так. Окей. То есть вы разорвете какой-то порочный круг, да, или негативный сценарий, да, ту же негативную родовую программу, да, вот она, род, да, рядом, материнский род, кстати. И, наконец-то, очистившись, пойдете своим светлым путем к своей светлой цели, ваши мечты начнут сбываться, а чистый свет даст вам возможность ясно понимать, що у вас все ще впереді. Світла вам та вашому Всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та Всесвіти, які оточують вас, допомагайте силам світла нищити сили темряви. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і почуємось. До зустрічі. Па-па.